Зовут меня Виталий, позывной «Червонец». Я в подразделении правого сектора «Санта», как бы уже с 25 февраля и до сих пор воюем. 24-го, когда вот это вот все проснулись, узнал все, что происходит. Пришел в военкомат, там записали только мой номер телефона и все. Потом пошел в тероборону, там тоже только номер телефона, сказали, ждите, позвоним. И уже позвонил товарищу и как бы попал сюда сразу. Чому не хотіли брати Збройні Сили України і тероборону? Не знаю, может быть, побаивались из-за того, что я россиянин. Для росіянин? У меня паспорт Российской Федерации. У меня есть посвидка, конечно, на постоянное место жительства. Я 13 лет уже здесь живу. Поэтому как-то так. Чому досі немає громадянства українського? Потому что у нас, как, наверное, и везде, каждый президент вносит что-то свое, и собрать документы очень тяжело. Чому ти, росіянин, так, корінний, але все-таки воюєш проти колишніх своїх співвітчизників? У меня был опыт в Чечне, и как бы я тогда еще понял, что такое Россия. Как бы не то, что Россия, а именно правительство России. Вот. И когда ты живешь здесь, общаешься, у меня все родственники в России, и ты общаешься, что вот тут одни бандеровцы, это просто там детей едят, сказки всякие ходили, и начинаешь им рассказывать, что тут такого нету. Я объездил практически всю Украину, и всегда ко мне относились нормально, хорошо. И вот когда начинаешь им рассказывать, они: да нет, там вас ущемляют, по-русски разговаривать нельзя. Я можу розмовляти українською мовою, но просто пока не будет паспорта, я буду разговаривать на своем языке. Поэтому так вот и получается у нас. И когда объясняешь что-то, это все бесполезно. Мозги промыты настолько, что... Да и у местных даже до сих пор мозги промыты, потому что есть такое, что выезжаешь на позицию, и тут же тебя местные сдают. Сколько бы ракет им в дом не прилетало, все равно они почему-то сдают. Вот, не знаю, как до них это дойдет, не дойдет когда-нибудь. З якими емоції 24 лютого, коли полетіли перші ракети, що ти відчув? Гнев. Гнев просто-напросто из-за того, что я, то, что я понимаю, откуда это все пошло. Поэтому просто уже началось гнев, ненависть. Да, не ко всем россиянам, потому что есть там как бы и нормальные, но большинство россиян, которые просто-напросто смотрят на это все убийства, допустим, там Мариуполь, Ирпень, Буча, все это, и ничего не делают, это очень тяжело. Если люди не понимают этого ничего, почему мы должны их жалеть? Ти пригадав, що в тебе там є родичі, мало родичів в Росії. Вони виходили з тобою на зв'язок після 24 лютого? Да, я постоянно общаюсь и с сыном, и с матерью, как бы постоянно на связи. По WhatsApp там общаемся, как бы нормально все. Большинство дальних родственников мы уже просто не общаемся. У меня как бы уже все, знают, что я здесь, на войне. Общаюсь только с сыном и с матерью. И все. Дальние мне начали там высказывать, что у меня дед в гробу перевернулся, потому что я воюю за бандеровцев. Тяжело объяснять людям что-то. Как говорится, мухам не объяснить, что. Поэтому. А ти не пробуєш ось цим так званим родичам показувати відео з України, як гинуть мирні діти, як росіяни обкрадають будинки? Как я уже сказал, мухам доказывать, что мед лучше, поэтому даже не хочу. Когда уже, как сказать, ихние города завалятся пластиковыми пакетами с 200-ми, я думаю, может быть, только тогда они поймут, что это все было не нужно. Пам'ятаєш перші свої бої, ось лютий, березень, саме з російськими окупантами? Да. Розкажи більше, про що можна зараз розповісти?
Ну, это мы стояли еще тогда в Песках, и у них было наступление там через дамбу. Ну, нам как бы поступили координаты, и мы отрабатывали. И вот этот вот непонятный дебилизм, потому что смотрят с коптера, там выходит 15 человек, ты мину ложишь в серединочку, они все лежат, за ними еще 15 идут туда же, опять им ложишь, ну это просто, я не знаю, то ли зомбированные, то ли как, потому что за ними идут опять, и это, ну, продолжалось где-то около часов 3 у нас, что они идут, не понимая куда. Что место пристрелено, все, и все равно лезут, пытаются что-то делать. Так що. Багато вдалося знищити в Пісках окупантів їхньої техніки. Ну, якщо так не в кількості говорити, а так в загальному, якщо в деяких тезах. Да. Много, очень много народу. И в Песках, и сейчас вот тут в Первомайке как бы работали, что был такой момент 2 суток, когда отрабатывали минометом, и по перехватам уже как бы нам товарищи передали, что перехват 500 300-х с их стороны и 200 200-х наколотили. Да, это вот как раз была волна мобилизации ихней, чмобилизации. Так что да. Ти воював в напрямку селища Піски, так? Да. Чим тобі ще запам'яталися бої за Піски? Весело было. У нас всегда было весело. Да, конечно, иногда были моменты, что у людей какая-то паника. Ну, когда ты чуть-чуть с опытом, да, страх тоже есть, но уже более как бы эмоционально на это все подготовлен. И тебе просто чуть-чуть попроще, наверное, работать. Поэтому, а так, все весело, ставочек рядом, рыбалочка, все хорошо, жизнь прекрасна. Война это наркотик, он всегда затягивает. Часто от, побратими з України запитують тебе про росіян. Чому вони так поступають? У вас є такі дискусії? Бывают дискуссии, да, такие, ну, как сказать, ну, не объяснить просто, когда зомбируются ящиком и что это происходит. Ну, это тяжело. Просто тяжело. Не було от особисто таких думок, там, можливо, наодинці, що це ж мої колишні співвітчизники? Нет. У меня, получается, повестки пришли, ну, там одному как бы дальнему родственнику и, получается, отчиму моего сына. Как бы все нормально, я сказал, что приезжайте, встречу. У меня оптика хорошая, я всегда поймаю. От я бачу, в тебе гарний настрій, так, ти готовий воювати. Побратими, українці, в такому же настрої, в такому же дусі. У нас, да, у нас все в таком духе. Ну а что, правый сектор просто у нас, как наше подразделение, мы же добровольцы, мы шли сюда, ну как бы с понятием, для чего мы сюда приходим. Там не было такого, что кто-то из-за денег или что. Мы не получаем ни зарплат, ничего, сами по себе, поэтому все осознавали, куда и чего они шли. Тобто ти маєш досвід ще чеченської війни і до певної пори часу, так, російська армія вважалася, то так вони себе вважали, що вони другі в світі. Зараз українська армія, так, і український народ знищує ту так звану армію. На твою думку, секрет успіху, от, щоб перемогти це російське зло? Ну, только напором. Ну, вообще я как бы не считаю, что Россия когда-то там, хоть когда она была второй армией мира, потому что, ну, какие боевые действия? Вспомним Грузию, там, когда никто не сопротивлялся. То же самое Приднестровье. Да, Чечня была, конечно, ну, чуть попроще, чем здесь. Но все равно первая чеченская получили по зубам, там, как бы, хорошо. И это ничему их не научило. А так основные все войны, взять ту же Сирию, где мало сопротивления, там нельзя строить какие-то победы.
А тут они уже поняли, что Украина это не шутки. Тут люди стоят за свое. Що можеш сказати тим українцям, які все-таки в певний момент там не хочуть воювати, не хочуть допомагати українській армії, вважають, що це не їхня війна. Ти як росіяни, що можеш сказати українцям? Ну, война, как бы, если даже они и не хотят этой войны и говорят, что это не ихняя война, затрагивает всех. Поэтому хай сначала подумают, почему у нас так поднимаются цены, почему у нас сейчас идут вот веерные отключения, в некоторых местах вообще даже нету газа. Так что я считаю, что война коснется всех, и только сплотившись, мы уже победим все это. Слава Україні! Героям слава!